И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 10 марта, и я с очередной короткой сводкой, что изменилось на фронтах, и сразу ближе к делу. Южное направление. Вчера главным событием стало движение российских колонн на северо-восток. То есть российские войска, очевидно, уже почувствовав себя уверенно в Николаевской области, начали брать под контроль и юг Днепропетровской области, которая расположена на правом берегу. Очень похоже, что закладываются две новые базы. Первая в Большой Александровке, вторая в районе Никополя. И таким образом теперь перед Кривым Рогом не передовой пост российских вооруженных сил, а постепенно город начинают брать кольцо. Это лишний раз показывает, что у россиян на этом направлении достаточно сил для того, чтобы двигаться вперед. Но для того, чтобы двигаться вперед, не опасаясь удара с тыла, сейчас производится расширение плацдарма. А еще, я думаю, это связано с тем, что вчера появились сообщения о том, что в Запорожскую область переброшены бойцы ДНР, которые возьмут теперь на себя полицейские функции. Помните, я предполагал, что очень похоже, что именно так все и будет. Ну, другого на самом деле нормального варианта здесь нет. Почему, например, бойцы ДНР здесь намного более к месту, чем российские военные? Потому что, знаете, местные нацики, которые будут говорить российским военным, чего вы сюда пришли, вот они ничего не смогут сказать бойцам ЛНР, ДНР. Потому что 8 лет назад вот эти вот нацики с разных областей Украины пришли к ним в дом и 8 лет их обстреливали. И я думаю, что теперь контроль на этой территории будет намного более плотный. А еще вот эти выступления так называемых патриотов Украины очень быстро сойдут на нет. Тем более, что российские власти придают очень большое усилие социально-экономическому развитию этого региона, вернее удержанию ситуации более-менее стабильной. Кстати, сегодня пришло сообщение о том, что восстановлена железнодорожная ветка, которую разобрали националисты, по-моему, в 2015 году. И теперь Крым вновь соединен с Большой землей железнодорожным сообщением. Ну и понятно, что теперь туда гораздо проще будет доставлять продукты и другие необходимые для местных жителей, а также для военных товары и снаряжения. А еще здесь уже вещают и радио российское, и телевидение. И в целом ситуация постепенно нормализуется. Теперь переходим к Гуляйполю. По тем сообщениям, которые приходят ко мне, бои на протяжении последних дней были очень сильными. Центр города серьезно разрушен. И местные жители, опять же, с кем я сумел связаться, сказали, что вроде бы даже в город входили русские войска, но это все на уровне слухов. Действительно, за город идут бои, которые периодически прекращаются, тем не менее, пока украинский гарнизон в этом районе держится. Также переходим к Мариуполю, где между делом, то есть между перемириями, когда пытаются вывести хоть кого-то мирных жителей, происходит штурм города, и ДНРовские войска уже смогли достигнуть довольно серьезных успехов. Взят район, микрорайон Западный, взята значительная часть левого берега Кальмиуса, и войска ДНР вышли уже к заводу Азовсталь. То есть постепенно кольцо окружения вокруг группировки ВСУ в этом районе сжимается, а город постепенно освобождается. Также интересную новость мне прислали мои зрители из-под Изюма, которые сказали, что российская колонна, которая несколько дней ждала северо-восточнее города Изюма, сегодня ночью снялась и ушла на юг. То есть та информация о том, что российские войска сумели наладить переправу через Северский Донец, судя по всему, подтверждается. Российские колонны, обтекая Изюм, который до конца еще не зачищен, ну как минимум с восточного направления, движутся на юг. Ну и также сегодня российские войска начали плотно обстреливать Чугуев, разрушено здание СБУ, и я так понимаю, что Чугуевский гарнизон ждут очень трудные дни. А еще это является тоже косвенным подтверждением того факта, что в целом напряженность боев за Изюм уже спала, а контратака ВСУ по направлению к Балаклее, которая окончилась неудачно, в целом развязала российскому командованию руки в этом направлении. Ну и также вчера пришла новость, и сегодня подтверждаются эти новости о том, что под Киевом российские войска, пройдя по восточным окраинам Броваров, движутся на юг. Таким образом, очевидно, уже есть намерение перерезать последние коммуникации Киева с левобережьем. И также мне пришли сообщения от моих уважаемых зрителей с левого берега Киева, что киевский гарнизон усиленно перебрасывает войска в Борисполь, очевидно считая, что теперь город уже под угрозой. То есть российские войска могут там появиться уже в самое ближайшее время. Ну и также продолжаются атаки российских войск на Бышев. Опять же, пока данных, насколько кто контролирует этот городок, у меня нет. Но уже с утра опять работала тяжелая артиллерия, очень серьезные были прилеты. Я думаю, к вечернему выпуску я уже проясню ситуацию и здесь. Вот примерно так сейчас выглядит ситуация на фронтах Украины. Продолжаю за ней следить, постараюсь вечером сообщить какие-то новые подробности. А на пока у меня все.